Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы регулярно читаем разные интересные новости на русском языке, чтобы вы могли лучше понимать аутентичные тексты, чтобы вы понимали, как говорят носители, как думают носители, и чтобы вы тоже могли говорить как носитель. Сегодня я покажу вам запись прямого эфира, где я читаю новость о топливном кризисе в России. Я думаю, что вы слышали об этом в новостях. И если вы тоже хотите участвовать в записи таких прямых эфиров, то добро пожаловать в мой телеграм-канал. Там я публикую темы, даты, место, ссылки на эти встречи. Потом для вас сегодня, конечно, есть субтитры, потому что эти прямые эфиры без субтитров, но сейчас для вас есть субтитры. Вы можете включить субтитры на английском языке или на любом другом языке. И для вас есть бесплатный PDF-файл со словами из сегодняшнего видео и небольшой практикой, чтобы эти слова лучше повторить и запомнить. Если вы хотите больше видео, как Learn Russian with News, то для вас есть библиотека Learn Russian with News. Там есть там есть все видео Learn Russian with News, я это сказала уже 4 раза, с этого канала, и все бонусные видео тоже. Все в одном месте. Ну что, давайте начнем. Давайте начнем. Да, все, всем привет, привет. Так, я поставлю стул ближе, вот так. Кажется, нормально. Жить можно. И сейчас мы тоже посмотрим, можно жить в России или нет, как у нас дела в России. Буквально 2 минуты. Что сейчас будет? Я думаю, если вы сейчас смотрите это видео, или вы сейчас здесь, то вы знаете или вы понимаете, что такое Learn Russian with News. Я выбираю какую-нибудь новость, и мы ее читаем вместе. Обычно я снимаю эти видео сама, поэтому я читаю. Если я что-то не помню, я могу посмотреть в интернете. Если я что-то не помню, я могу сидеть и думать: "Ах, как это сказать лучше?" Но сейчас мы онлайн, сейчас мы в прямом эфире, и поэтому вы все увидите это в прямом эфире, как я это записываю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так, а, ну все, всем отлично. Ну ладно, давайте не будем долго начинать, будем сразу читать. Я думаю, что мы закончим сегодня быстро. Я думаю, будет полчаса или меньше, но ладно, давайте начнем. Давайте начнем. Итак, дорогие друзья, вы слышали о кризисе в России? Может быть, вы видели в новостях, может быть, вы видели по телевизору, может быть, вы видели в интернете новости, видео, посты о топливном кризисе в России, что нет бензина, что страна в панике. Слышали вы такое или нет? Потому что для меня, я смотрю российские новости, конечно, и не знаю, наверное, 2 недели
каждый день все говорят только об одном: в России нет бензина, в России не работают заправки, в общем, все ужасно. И мы сейчас посмотрим. Ага, вот кто-то не видел такие новости. Ну, сейчас узнаем. Итак, я взяла 2 статьи. Одна статья — это как сесть удобней, господи, боже мой, надо я не подумала, как я буду сидеть, поэтому будем импровизировать. Привет, привет. Итак, я взяла 2 статьи. Первая статья — это маленький-маленький кусок из Deutsche Welle, что логично, западные медиа. И другая статья, которая рассказывает о ситуации в России, это «Финансы Mail». Это медиагруппа Mail. Это, ну, государственное, пророссийское, конечно, пророссийское издание медиа. Итак, о чем они говорят? Давайте посмотрим. Дефицит топлива. Я сделаю больше или меньше? Как лучше? Больше или меньше? Так, давайте так. Да, и на вопросы, которые будут потом, я буду, на вопросы, которые будут в чате, я буду отвечать немного позже. Хорошо? Сначала немного прочитаем, потом поговорим, потом вопросы, почитаем. Ну, поехали. Итак, давайте. Дефицит топлива в РФ. РФ — это Российская Федерация, и топливо — это общий термин, категория топливных материалов. Это бензин, это дизель. И вы можете знать это слово, узнать это слово, потому что вы знаете слово теплый, например. Слово теплый знаете? Теплый. На улице тепло, 20 градусов, и топливо, и слово топить, глагол топить — это делать теплее. Когда вы, например, топите дом, у вас есть баня, например, баню нужно топить. Вы идете в баню, вы идете в сауну, и нужно ее топить, делать, чтобы было там жарко, чтобы там было тепло. И топливо используют, конечно, в машинах, в транспорте. И здесь мы говорим про дефицит топлива. Это слово мы увидим много-много раз сегодня. Напрямую затрагивает около 50 миллионов россиян. Это 35% населения. Напрямую, прямо, конкретно затрагивает, относится, ну, слово затрагивать, трогать. Вот, я трогаю свою руку, и этот кризис затрагивает около 50 миллионов россиян, что 35% населения. К такому выводу пришла газета Financial Times. Да? Значит, этот вывод, этот результат, они подумали и посчитали у себя в редакции и подумали: хорошо, 35% россиян под этим кризисом. У 35% россиян есть этот кризис напрямую. Они опубликовали в опубликованном в четверг, 9 июля, материале. То есть они опубликовали этот материал вчера. Видите, как хорошо? Раньше я смеялась, что это рубрика Learn Russian with News. Когда я читаю новости, я шутила, что это позавчерашние новости, что
это не просто вчерашние новости, а что это новости, которые были позавчера, 2 недели назад и так далее. Но видите, как мы быстро сейчас читаем, как оперативно читаем новости. Итак, они опубликовали эту новость вчера. Да, с опорой на число автомобилистов в каждом регионе. Опора– это основа, база, то есть они базировали свое мнение, они основывали свое мнение, точнее, вот эту цифру, это число 35%, потому что это число автомобилистов в каждом регионе. Но они так посидели, подумали, сколько автомобилистов в этих регионах, и подумали, хорошо, 50 миллионов человек. Итак, что было? Ну, на самом деле ситуация серьезная. Люди, вы знаете, я живу не в России, но мне говорили об этом друзья, мне рассказывали об этом. То есть это не просто новости я читаю, не просто я вижу в интернете, а мои знакомые мне пишут, мои друзья мне рассказывают об этих проблемах. И тоже я видела очень много разных мемов, приколов, что люди пишут об этом в социальных сетях. Ну, ладно, эти картинки мы посмотрим потом. Сначала просто прочитаем, что было. Итак, что было? В результате дроновых атак Украины, я думаю, вы знаете, что происходит, что на территории России сейчас много атак дронов. Интересно, почему? В общей сложности, итак, сложность. Вот это слово интересное, потому что вы знаете слово сложно, что-то трудное, например, это сложная книга, да, у меня есть эта книга, не знаю сколько лет, 10 лет, наверное, и я ее не могу дочитать до конца, потому что она сложная. Она на английском языке, и мне сложно ее читать. Но здесь это слово «сложный», «сложность» в другом значении. Значение в общей сложности. И это слово «сложность» как сумма. Плюс, да, у нас есть плюс, это сумма, и когда складывают части. Значит, в результате дроновых атак Украины в общей сложности, если если все считать, если считать весь ущерб, да, если все посчитать, в общей сложности был нанесен ущерб, урон, хочу сказать, не проще, да. Дефекты, разрушения. Ладно, потом вспомню, потом скажу. 10 крупнейшим, самым крупным, самым большим нефтеперерабатывающим заводом в России. Завод– это фабрика, и есть нефтеперерабатывающие заводы, которые берут нефть. Нефть– это наше черное золото, как мы говорим, и из нефти что делает Россия? Ну, это нефть, конечно. И из этой нефти они делают другие продукты, например, бензин. И в том числе 6 июля по Омскому НПЗ. Да, проблемы с топливом начинались еще раньше, но 6 июля проблемы уже были. Но 6 июля ситуация стала гораздо серьезней, потому что была атака на Омский МПЗ. Омский МПЗ– это один из самых
крупных, вот эта карта. Я нашла карту, посмотрите, я нашла карту. Это все, может быть, не все, не знаю, но МПЗ России. И вот здесь была атака. Смотрите, как далеко от линии фронта. Итак, здесь об этом и говорят. Этот завод расположен в 20, что говорю, в 2500 километрах. Хотела сказать в 20, нет, в 2500 километров от линии фронта. Да. Видите, я почти как настоящая американка. Я не разбираюсь в километрах. Мне сложно читать, сколько километров от линии фронта и обеспечивавшему около 7% нефтеперерабатывающих мощностей страны. Итак, этот завод находится так далеко от фронта, и он дает около 7% всего объема. Конечно, это была сложная ситуация. Так, я сейчас посмотрю, что вы пишете. Так, один вопрос. Сразу отвечу. Как вы думаете, Аргентина выиграет чемпионат мира или нет? Не знаю. Если не выиграет, здесь будет трагедия. И почему заправка называется «Лукойл», а не «Лук топлива»? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, если ситуация в России не будет меняться, и в России будут больше говорить, что надо говорить по-русски, тогда, может быть, изменят. Тогда, может быть, ситуация изменится. Итак, бензина нет, люди стоят в очередях. Не везде, конечно, сейчас мы про это будем читать. Например, вот такая шутка. В России начали появляться новые заправки. Нет и точка. Знакомое? Знакомое название или нет? Нет и точка. Это шутка про Макдональдс, который закрылся в России и сейчас называется «Вкусно и точка». Да? Нет и точка. Потом, когда наконец-то, ура, слава богу, выстоял очередь на Роснефти. Когда ты стоял в очереди так долго, что уже даже стал скелетом. И я думаю, что это фотошоп. Я не думаю, что это правильно, что это настоящая картинка. Ну, кто знает. В общем, вы можете прочитать, здесь написано «Ходи пешком». Ходить пешком значит ходить ногами, да? Ходить ногами. Итак, поехали дальше. Что происходит сейчас? Какая ситуация сейчас в России? Сейчас будем читать материал финансов Mail. Это уже про правительственное, в общем, российские медиа. Посмотрим, что они говорят. Где в России ограничили продажу бензина? Итак, бензин – это топливо, которое используют машины. И ограничить, лимитировать, да, граница, вы знаете, граница страны, и ограничивать – это ставить, делать лимиты. Где перестали, какие есть способы, какие есть методы, какие есть меры. Итак, что происходит с бензином в России 9 июля? В каких регионах действуют ограничения на продажу топлива и почему на некоторых АЗС возникли перебои? АЗС – это автозаправочная станция. У нас с вами уже была эта смешная картинка.
начали появляться новые заправки. Заправка– это место, где заправляют машину. Вот мы как заряжаем гаджеты, заряжаем девайсы, а машины заправляют. Мгм. Итак, на сегодняшний день это такой красивый способ сказать слово «сегодня» тремя словами. На сегодняшний день. Сегодня. В России сохраняется сложная ситуация на топливном рынке. Рынок– это маркет, мы с вами говорили про рынок акций, мы с вами говорили про валютный рынок. Все эти экономические термины везде одни. На многих заправках, много где, особенно в южных и центральных регионах, на юге, в центре, наблюдаются перебои с наличием бензина АИ-92 и АИ-95. Наблюдаются. Наблюдать– это смотреть. Вы знаете, есть сейчас модное хобби, я не знаю, это хобби или нет, смотреть за птицами. Да, люди ходят в парк, в лес и смотрят на птиц, наблюдают за птицами. Мгм. И здесь наблюдаются перебои. Есть проблемы, мы видим проблемы. И перебой, как лучше сказать? Вот, смотрите, у слова перебой есть префикс пере. Давайте я возьму другой цвет уже. Так, есть суффикс пере. Мы этот суффикс пере можем видеть в слове перерыв. Например, обеденный перерыв. Например, в больнице доктор работает, неважно, не только доктор, любой человек работает, а потом у него обеденный перерыв. Он работает, перерыв на обед, например, или, не знаю, если кто-то курит, у них перерыв на покурить, перерыв на сигареты, и потом они снова работают. То есть пере– это маленькое нарушение, пауза того движения, стабильности. Может быть, кардиограмма. Мы смотрим на кардиограмму человека, и там мы видим, как бьется сердце. Видите, перебой, второй корень– это бой, бить, как сердце бьется, тынк, тынк. И в идеале что должно быть? В идеале любая система должна работать как часы. Логично. Заводы должны делать бензин, машины должны привозить бензин на заправки, и автомобилисты должны покупать бензин, и все должно быть как часы. Все хорошо. Но нет, так не работает. Есть перебои, есть какие-то странные паузы. Да, наблюдаются перебои с наличием бензина. Наличие. Это слово очень часто можно увидеть в новостях, где-то услышать. И другое слово, которое вы знаете, я думаю, 100%, это наличные. Давайте я попробую написать что-нибудь. Как вы думаете? Будем рисковать? Будем писать прописью или лучше нет? Сейчас я попробую написать. Так. Нет, слишком толстый Нет, это у меня пальцы толстые. Ладно, вы поняли. Наличные деньги– это деньги, которые есть у вас в руках. Это бумажные деньги, мы называем наличные. Наличка, наличные, которые в кармане у вас.
Не электронные, не биткоины, не на карте, а вот бумажные. И здесь наблюдаются перебои. Мы видим такие перебои с наличием бензина, потому что этого бензина нет физически на месте. В ряде, в каком-то количестве, в ряде российских регионов ввели лимиты на отпуск топлива одному автомобилю. Слово «лимиты» мы уже сегодня вспоминали. И вот здесь ограничения, мы говорили лимиты, да? Значит, как можно сказать здесь по-другому? Ввели ограничения, да? Можно сказать, ввели лимиты или ввели, начали ограничения. Мне не нравится мне не нравится этот карандаш или что там. Ладно, возьму этот, который был. Да. Что еще они сделали? Сначала, конечно, так, будем только продавать одному автомобилю. Потом правительство России до конца текущего года, до конца этого года официально разрешило оборот бензина стандарта Евро-3. Скажу честно, я раньше не знала, что есть какие-то стандарты в бензине. Ну, конечно, я могла подумать, это логично, но сейчас стандарт бензина Евро-5. Это значит, что раньше был стандарт Евро-3, потом Евро-4, потом Евро-5. И сейчас везде стандарт Евро-5. В России в этот момент, сейчас, до конца этого года, разрешили делать бензин, производить бензин стандарта Евро-3. Это значит, что этот стандарт допускает, разрешает выпуск бензина, производство бензина, допускает делать бензин с содержанием серы до 150 микрограмма на килограмм. Надеюсь, что это микрограмм. Значит, что сейчас в бензине может быть много серы. Содержание серы, количество серы. Сколько этой серы? Сера – это сульфур. Химический элемент. Сульфур. Угу. Да, до 150 микрограммов на килограмм. И дизельного топлива до 350 микрограммов на килограмм. Тогда как действующая норма, которая действует сейчас, составляет не более 10. Это микрограмм или миллиграмм на килограмм. Значит, чтобы решить кризис, не только ограничивают спрос, но еще и меняют стандарты. Сейчас я посмотрю, что вы написали. Да, переводить. Слово переводить с одного на другое. Угу. Да. Харгаби, ты хорошо говоришь. Хорошо спрашиваешь, хороший вопрос. Российские и западные СМИ говорят одно и то же. Я думаю, что факты одни и те же, но вопрос в фокусе. Мы сейчас посмотрим. Да. Ой, привет. Все, я читаю комментарий, что я пока совсем новичок, поэтому не понимаю русский достаточно хорошо, чтобы следить за этим без субтитров, но слушаю для практики и привыкания к языку. Я забыла сказать, но это видео будет в воскресенье с субтитрами. Еще будет, конечно, будут субтитры, как обычно, и будет рабочий лист. Поэтому, если вы что-то не понимаете, ничего страшного, все будет хорошо.
Итак, продолжаем. У нас серьезная тема. Уточняется, что они уточняют, что они хотят говорить точнее, что продукция, этот бензин Евро-3, предназначена исключительно для внутреннего рынка. Предназначена. Слово предназначение, такое красивое слово предназначение, мне нравится. Предназначение – это ваша миссия. Да? Каждый ищет свое предназначение. Какая у меня миссия? И вот здесь у продукции эта продукция предназначена исключительно только для внутреннего рынка. В видео про рубль мы говорили про внутреннее и внешнее. И внешний рынок – это другие страны, внешний – это вот в мире, а внутренний – это для нас. Значит, этот новый бензин только для внутреннего рынка. И продукция доступна только предприятиям, компаниям, имеющим свидетельство на переработку нефтяного сырья. То есть, что? Это значит, могут перерабатывать, могут это делать только специальные предприятия, которые имеют свидетельство на переработку нефтяного сырья? Сырье – это оригинальный продукт, сырой продукт, да, это сырье. Знаете, мне это напоминает, для меня это похоже, знаете, такие, ой, есть, например, шампунь, неважно, шампунь, зубная паста, крем для рук, и там пишут: произведено специалистами, дерматологами. И я помню, у нас дома есть Head and Shoulders, и, по-моему, там написано Head and Shoulders сделано специалистами-трихологами. И я думаю, так и должно быть, нет? Так и должно быть, чтобы шампуни делали специалисты-трихологи, чтобы зубную пасту делали специалисты, не знаю, стоматологи, а здесь будут эту продукцию делать специалисты по нефтепереработке. А я думала, это домохозяйки делают. Ладно, шучу, конечно. Главный вопрос: почему возникли эти проблемы с бензином? Как возникли? В чем причина? Почему? Основные причины, по данным Минэнерго. Минэнерго – это Министерство энергетики и участников рынка. Участники рынка – это, не знаю кто, компании, кто в этом энергетическом рынке участвует. Итак, что они говорят? Первая причина – ремонтные работы на НПЗ. НПЗ – нефтеперерабатывающие заводы, связанные с атаками беспилотников. То есть они говорят, что причина – это не атаки беспилотников, а ремонтные работы, что они там ремонтируют. Вот поэтому. Хорошо. Может быть. Причина 2. Высокий летний спрос. В прошлом видео про рубль мы снова говорили про спрос и предложение, да? Закон рынка, спрос и предложение, а здесь высокий летний спрос, потому что авиатуризм, сельхозработы, все куда-то едут в отпуск. И я вспомнила знаменитую фразу, это фраза Черномырдина, кто он был? Председатель. Ладно, не хочу обманывать, не помню точно его титул. Просто, знаете, уже Черномырдин, и этим все сказано. У него есть знаменитая фраза: «Никогда такого не было, и вот опять». Эту фразу мы часто используем. Это крылатая фраза, такой афоризм, когда кто бы мог подумать, например, зимой будет снег, и никто не готов
Автомобилисты не знают, что надо было поменять летнюю резину на зимнюю резину. Никто не думал, что будет холодно, правильно? Вот никогда такого не было. И вот опять. Здесь аналогично. Высокий летний спрос. Никогда же никто не ездил в отпуск летом. Никогда. Так, логистические ограничения в южных регионах. Ограничения, мы говорили это слово, лимиты, что не все так просто с точки зрения логистики. Ну, по понятным причинам. Я думаю, вы понимаете. И последнее – это предыдущий высокий экспорт нефтепродуктов. Когда были высокие цены на бензин, там, не знаю, война в Иране, Ормузский пролив, потом еще рубль был супер дорогой, и поэтому Россия такая: давайте все будем продавать и будем делать деньги, будем зарабатывать. Вот, поэтому был высокий экспорт нефтепродуктов. Поэтому такие проблемы возникли. Конечно, если читать не западные медиа, конечно, у них фокус на войну с Украиной. Если читать российские медиа, то это фокус на внутренние системные ограничения, внутренние системные процессы, я бы так сказала. Но давайте посмотрим, насколько это все на самом деле критично, проблематично. И мы уже говорили в самом начале, что Financial Times, например, говорит, что эта проблема затронула 50 миллионов россиян. Они посчитали. Это CNN говорит, что почти каждый российский регион под этим кризисом. И давайте посмотрим, что происходит и какие это ограничения, какие это лимиты. А сейчас я посмотрю ваши комментарии. Привет, Патрик. Вот, правильно, товарищ из Бельгии говорит. Вот видите. Ну что, поехали. Забайкалье. Забайкалье – это регион за Байкалом. Логично. Вот здесь Байкал. Это озеро Байкал. Я думаю, вы знаете. Очень-очень далеко. И посмотрите, как далеко все НПЗ от него. И самый ближайший, самый близкий к Забайкалью, это, самый большой и самый близкий, это Омский НПЗ, который был под атакой. Итак, и там, наверное, самые серьезные ограничения. Для физических лиц есть юридические лица, компании и физические лица, обычные покупатели. Для физических лиц будут отпускать, будут продавать не более 15 литров бензина и только в баке транспортных средств. То есть ты не можешь прийти с канистрой и сказать: пожалуйста, налейте, только в твою машину и только до 15 литров. Потом, Курская область. Топливо можно заправить, мы говорили заправка, заправляют машины. Топливо можно заправить только в бак автомобиля. Сколько у тебя есть бак в автомобиле, сколько ты можешь заправить машину, столько тебе и дадут. Больше нет. Дагестан. Ну, кстати, если так посмотреть, то Курская область, Дагестан – это все южные регионы. Дагестан не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Мы говорим в одни руки, когда говорим одному человеку, одному покупателю. Кстати, я не знаю, я не вожу машину, у меня нет машины, и я не знаю, 20 литров бензина, 15 литров бензина – это много, мало? Сколько это? Сколько можно ехать
на машине, если на 15 литров бензина? Это как далеко можно уехать? Напишите мне, пожалуйста, потому что я не в курсе. Мгм. Так, Астраханская область, тоже юг. С 9 июля, со вчерашнего дня, на АЗС на этих станциях продажа бензина будет осуществляться только по номерам. Будут такие правила. Осуществляться она будет по номерам. По нечетным числам. Итак, нечетные числа это 1, 3, 5, 7, 11, 21. Это нечетные. По нечетным числам топливо смогут приобрести, купить автомобилисты, чьи номера оканчиваются на 1, 3, нечетные. Логично. Значит, если сегодня 10 июля, то сегодня четное число. Сегодня могут купить бензин только автомобилисты, если номер машины заканчивается на четное число. Логично. Мгм. А если это нечетный день, например, завтра, будут нечетные числа. Есть еще разные другие инициативы, где-то по QR-кодам, где-то по, наверное, других я не слышала странных. Это мне напомнило это легенда была или нет, или это была правда? Скажите мне, скажите мне, если вы из Мексики и вы знаете. Я слышала, может быть, это неправда, может быть, это просто легенда, что тоже был какой-то топливный кризис или не знаю. И там ввели правило, что в один день могут ездить машины с четными номерами, а в другой день с нечетными номерами. И поэтому люди покупали две машины, чтобы были и четные, и нечетные номера. Ладно, это мои знания из ТикТока. Дальше. Это серьезно, это примеры серьезных каких-то таких суровых, серьезных лимитов, ограничений. Есть и не такие серьезные. Например, в Пензенской области разрешена заправка только в баке автомобилей. Да, хорошо. И для физических лиц продажа бензина ограничена, лимитирована 100 литрами на машину и дизельного топлива 200 литров. Конечно, если сравнить в Забайкалье 15 литров, а в Пензенской области 100 литров бензина, это большая разница, я думаю. При этом во многих регионах этих лимитов вообще нет. Это только несколько, не знаю сколько, точно меньше половины, точно в большей половине регионов таких ограничений нет. И когда я разговаривала с людьми из Удмуртии, это откуда я родом, где я родилась, в Ижевске, то у них все спокойно. Они говорили, что, конечно, были какие-то очереди, но, скорее всего, потому что все читают в новостях и все думают, так, надо быстро ехать и быстро заправлять машину. Но кажется, что этого не нужно. Кажется, что это было делать не обязательно. И что еще я хотела? Вот, вспомнила, что я хотела показать. Я нашла сайт, где можно в прямом эфире посмотреть, так давайте откроем, где есть топливо, а где нет. Давайте посмотрим. Вот, например, Москва. Люди отмечают на карте заправку, где они были, и там можно посмотреть, есть бензин или нет. Например, здесь Роснефть, 65% вероятность, что вероятность наличия бензина. Мы с вами говорили это слово наличие, что оно есть, как наличные деньги.
Давайте немного отодвинемся назад, посмотрим на картину издалека. Вот уже можно видеть, что не все так шоколадно, что да, серый — это данных нет. Серый цвет значит, что информации нет. Вот, где-то, например, ближе к центральной части такое серое, зеленое. Вот это мой Ижевск. Где-то мы можем видеть, вот, например, давайте пойдем, вот это Омск, здесь Забайкальский край. Давайте пойдем, давайте поедем в Забайкальский край. Уже сразу. Работай, пожалуйста. Пожалуйста, работай. А вот это Байкал. Мгм. И здесь уже мы видим, что больше красного. Больше красного и больше желтого. Так, и кажется, что на этом все. Так, давайте посмотрим время. Я смогла, как обычно, разговаривала 1,5 часа. Нет, не 1,5 часа, 50 минут. Жить можно. Так, ну все. Вот, мне отвечают, что полный бак — это обычно 45-50 литров, и можно проехать где-то 200 километров. Ну, нормально. Ну что, друзья, как вы думаете, насколько эта ситуация серьезная, насколько она несерьезная? Можно жить, нельзя жить? И мы с вами, я сейчас включу себя на большом экране, чтобы сказать финальное слово. Спасибо огромное, что вы пришли. Вы не представляете, как мне была важна ваша поддержка и ваша позитивная энергия. Вот, все, первый шаг в эфире прошел с полным успехом. Ну все, браво, брависсими, спасибо, Роберт. Так, мы с вами встретимся совсем скоро. Скажу честно, это было легче, чем я думала. Я думала, что я опозорюсь, но нет. Кажется, что нет. Ладно, мы с вами встретимся совсем скоро. И до скорых встреч. Чао, какао.